Каким именно образом китайская традиционная медицина может вылечить проблемы с печенью воздействием на точку на голени? Это какое-то древнее секретное знание китайцев или, может, это просто шаманские ритуалы с целью отъема денежных знаков у населения? Почему лечебные практики, основанные на донаучной мифологии и народных суевериях, пользуются обширнейшей поддержкой у коммунистического руководства Китая? Я еду в Хуэчжоу, один из древнейших центров китайской традиционной медицины, чтобы во всем самому лично очень хладнокровно разобраться. Поехали со мной? Прежде чем начать свой рассказ о том, что такое КТМ, китайская традиционная медицина, и чем она полезна или вредна, я считаю, что было бы справедливым обозначить свою позицию по этому вопросу в самом начале, чтобы тебе было понятно, что с какой колокольни я вообще буду вещать. В первую очередь, я не продаю КТМ. Второе, я не имею медицинского образования. Третье, я с детства увлекаюсь научной фантастикой, имею инженерное образование и академический бэкграунд, поэтому к любого рода проявлениям эзотерики, мистики, псевдонауки, начиная от знаков зодиака и заканчивая псевдонаучным MBTI, я отношусь очень скептически и иногда даже и негативно, потому что я считаю, что такие инструменты, как, скажем, карты Таро, какое-нибудь там гадание и наговоры, они не только не бесполезны, но иногда даже вредны, потому что люди, которые тратят деньги на это, они отказываются от квалифицированной помощи. Я считаю, для общества это вредно, поэтому разносить КТМ я буду довольно жестко. Но при этом я регулярно посещаю китайские массажи. Я живу в Китае уже 12 лет и прекрасно вижу, что КТМ, она все проникла везде в китайский образ жизни и просто ее взять не отделить. И третье, я интересуюсь КТМ, китайской традиционной медициной, с историко-социально-культурной точки зрения. Резюмируя, я не могу сказать, что КТМ для меня полностью это туфта и какой-то там древний китайский бред. Также я не могу полностью взять и поддержать, что это все хорошо, это все нужно, это все полезно. Вопрос очень спорный. Давайте разбираться с самого начала. Я уже приехал в город Хуэчжоу, как вы могли заметить по моему фону, и приступим. Древний город Хуэчжоу, который раньше назывался Синьан, является одним из самых влиятельных центров по изучению китайской традиционной медицины. И здесь развивается одноименная Синьанская школа, про которую я расскажу чуть попозже, и чем она вообще отличается от других школ, которых около десятка. Прежде всего, я думаю, стоит обозначить определение, что я вообще имею в виду, и мы с вами, когда мы говорим о китайской традиционной медицине. Что это такое, чем она отличается от современной или западной медицине, хотя употреблять слово «западная», наверное, это не совсем так, потому что современная медицина, которая основана на доказательной науке, на научном подходе, она развивается не только на Западе, но также и в Китае, и в Азии. Поэтому есть традиционная китайская, есть современная медицина. Так вот, китайская традиционная медицина, она имеет под собой очень хлипкую, я бы сказал, основу, которая не научна, даже донаучна. Она основана, по сути, на даосской мифологии. Давайте разберем. По представлению древних китайцев, весь мир
и в том числе и тело каждого человека, пронизано и подпитывается ци. Грубо говоря, это можно перевести как жизненная энергия. Это немного неверный перевод, но аналогов лучше пока не найдено. И будем называть это жизненная энергия. И вот, все в теле человека идет хорошо, и в мире тоже все хорошо, когда эта энергия ци, она находится в балансе. То есть она не очень быстрая, не очень медленная, не очень холодная и не очень теплая, не очень густая, не очень рассеянная, не очень черная и не очень белая, когда происходит баланс инь-янь, да, вот как раз таки мы пришли к основе основ, это основа даосизма, что все течет, все меняется, но всегда нужен баланс. И основа вообще всей китайской традиционной медицины это в том, что проблемы у человека появляются тогда, когда баланс этой жизненной энергии ци, он нарушается. И вся задача ТКМ, это первое, не допустить нарушения этого баланса, то есть это профилактика. И второе, если этот баланс все-таки нарушен, и человеку стало не по себе, то нужно диагностировать, где именно этот баланс был нарушен, и исправить его. Можно провести метафору, что энергия ци – это как вода в реке, и река течет, если вода не очень горячая, не очень холодная, да? То есть если вода перегревается, то она испаряется просто, если вода очень холодная, то она застывает, и река тоже останавливается. Все звучит супер понятно и логично, и довольно просто, и казалось бы, ну вот и все, да, но есть нюанс. Никакой энергии ци, никакого инь-янь в природе учеными до сих пор не обнаружено. Это все донаучные, мифологические, даосские какие-то понятия. То есть вся китайская традиционная медицина, весь этот корпус огромный знаний, собранных за 2500 лет, многими учеными, древнекитайскими учеными, то есть не в современном понимании этого слова, а именно конфуцианцами там, и даосами, которые писали трактаты, исходя из именно этих убеждений о балансе инь-янь. Вся эта огромная структура, которая вроде бы даже где-то и работает, она основана на несуществующем фундаменте, которого, по сути, в природе даже и нет вообще. Но при этом как-то все это у кого-то и работает. Или все же не работает. Давайте разбираться дальше. Вечером этот древний город Хуйчжоу набирает очень загадочную атмосферу. Такие полупустые улицы, но хорошо, что есть хотя бы подсветка, мрачные такие дома и очень красочные дверные проемы. Давайте посмотрим, что будет за поворотом. С ума сойти, да? Люди с собакой гуляют вот так вот. Обалдеть. И здесь живут люди. Вот в этих домах это не просто какой-то... ну в этом, наверное, нет. Замок висит. А здесь обычно вот квартира, дверь открыта. Здесь алтарь сразу. Люди отдыхают. Разговаривают. Разговоры. В общем, вот так вот живут. По-старому. Здесь еще одна такая интересная кривая, казалось бы, дверь, да, вот почему сделать такой проем, вот что здесь вообще такое, какой-то угол, да, какой-то полукосой. А прикол-то в том, что эта косость, она показывает ровно, вы посмотрите, ровно на юг. Это у нас нан, юг. То есть все по фэншую, вы понимаете, чтобы стена может быть и не по фэншую, но дверь должна быть по фэншую, на юг. Вот так вот. Здесь старички рубятся в картишки. Нихао. Рубятся в картишки. Давай, раздавай. И в этом древнем городе и его окрестностях проживает больше 300 семей, именно семей потомственных, которые занимаются китайской традиционной медициной. Завтра мы пойдем к нескольким,
на прием. Будем смотреть, как они измеряют ЦИ, что они прощупывают и как они эту ЦИ выправляют. Мы найдем и доставим вам спецоборудование для вашего производства напрямую от китайских производителей. Мы уже поставляем конвейерные системы для аэропортов России, складское оборудование для Wildberries и Озон, пищевое оборудование для Морозко и Мираторг, сталелитейку, машины для горной добычи. По факту найдем все, что нужно. Мы с Китаем уже давно. И мы настоящие. Астротрейдинг! Кидайте ваш запрос по спецоборудованию мне в телеграм-канал, ссылка в описании. А мы продолжаем. Сегодня у меня запланировано 3 приема у докторов китайской традиционной медицины. И это будет интересным тестом на их правдоподобность. Будут ли они все трое указывать мне на одну и ту же проблему и говорить примерно одно и то же о моем ЦИ, или все будут говорить по-разному. Перед этим я еще хочу рассказать о 5 уровнях вмешательства КТМ то есть не вмешательства, а скорее методах лечения и воздействия КТМ на здоровье человека. 5 уровней. Первый уровень, как мне кажется, это самый логичный и правильный, даже и полезный. Мне кажется, что он имеет очень много смысла. Первый уровень – это не лечение вообще, не вмешательство. Смысл в том, что у человека есть ЦИ, и она находится в балансе. И нужно этот баланс, во-первых, не нарушать и всячески поддерживать. На практике это выражается в правильном образе жизни. То есть нужно пораньше ложиться и пораньше вставать, следовать природным циклам, так сказать. Также это про правильное питание. То есть это нужно много и хорошо кушать, и по-разному там разные продукты. Диета по КТМ – это вообще целая наука, где очень много разных и подразделений, и все это иногда доходит до некоторого абсурда, но так или иначе, правильно кушать, мне кажется, это тема довольно-таки хорошая. Также здесь очень важно держать эмоциональное спокойствие. Не нужно слишком много злиться, не нужно слишком много радоваться также, да, то есть не нужно уходить в какие-то слишком кардинальные стороны, потому что это расшатывает и эмоции, и нервную систему. И мне кажется, даже если древние китайцы не понимали это, то есть что существует нервная система, то вот таким вот путем через инь и янь они как-то до этого, не то чтобы дошли, но понимали, что слишком много стрессовать и нервничать – это точно не полезно для здоровья. И здесь мне кажется, что в китайском поведении, когда китайцы не идут на конфликт, чтобы сохранить свое лицо, возможно, они думают не столько о лице, сколько о своем собственном здоровье. Потому что если ты идешь на конфликт, на прямой конфликт, то это эмоции, да, то есть это какие-то либо агрессия, либо что-то еще, стресс, и китайцы, может быть, даже этого и не осознавая, они пытаются держать себя в русле, так сказать. Первый уровень китайской традиционной медицины – это профилактика, это не вмешательство, это поддержание всяческого правильного образа жизни. Вот. Мне кажется, что это довольно-таки логично и правильно, и имеет смысл. Хотя объяснение этому дается, я бы не сказал, что довольно-таки разумная, да, там инь-янь, эти все, и вот энергии, мне кажется, это все нужно откинуть и просто следовать правильному образу жизни, и мне кажется, что это полезно. Второй уровень, то есть когда уже баланс нарушен. Что нужно делать по китайской традиционной медицине? Первое, нужно идти к доктору на массажик, то есть чтобы он тебя там пощупал, может быть, там и похлопал, может быть, это и выправление костей также. Это второй уровень. Третий уровень – это уже проникновение чуть вовнутрь, то есть это иглоукалывание, прижигание, банки. То есть это более кардинальное вмешательство в течение ЦИ. Да, то есть это ты уже проникаешь вовнутрь этими иголками или используешь прижигание специальной травой, которая называется полынь. Но это не наша полынь, а
китайская полынь, и она, по мнению китайцев, она очень сильно влияет на ци, и с помощью воздействия этой травой на определенные точки можно ее выправлять, эту ци, в правильное русло, и поэтому китайцы даже эту траву, эти ветки этой полыни вешают себе на дверь также, чтобы и выправлять себе ци и дома, и отпугивать там злых духов и все такое прочее. Вот. 4-й уровень – это уже про принятие вовнутрь, то есть это травы, это отвары разные там из корней деревьев, из органов там диких и редких животных там и все-все-все. Здесь масса критики, здесь масса даже несчастных случаев из этого происходит. Например, в Шанхае в 2013 году умерла девушка, потому что она перепила какой-то травы, в которой содержался мышьяк и ртуть. Что касается 5-го уровня или 5-й категории в традиционной китайской медицине, то речь здесь идет о духовном состоянии человека и о поддержании баланса энергии ци через различные духовные практики. Так вот, 5-й уровень – это духовные практики. Среди них можно выделить цигун, а также наигун – систему внутренних упражнений, направленных на работу с ци через дыхание, медитацию и осознанное движение. Эти практики, по мнению специалистов китайской традиционной медицины, помогают не только оздоровлению тела, но и гармонизируют дух. Кроме этого, можно выделить и моральное самосовершенствование. Влияние буддийских и конфуцианских учений выражается в стремлении к внутреннему равновесию, следованию нравственным принципам, развитию сострадания, самообладания и уважения к окружающему миру. С точки зрения китайской традиционной медицины, улучшение духовного и морального состояния человека напрямую связано с укреплением его ци. Что касается магии и разного колдовства, то традиционная китайская медицина не считает работу с ци чем-то сверхъестественным. Напротив, все, что связано с ци, рассматривается как естественная часть мироустройства, с которой можно взаимодействовать через практики дыхания, питания и образ жизни. Однако в то же время ТКМ ограничивает себя от народных суеверий, заговоров, магических ритуалов и других сомнительных подходов. Подобные практики действительно существуют, особенно в сельской местности, но они не входят в каноническую структуру ТКМ и зачастую считаются пережитками донаучной эпохи. Исключение же составляет юннаньская школа китайской традиционной медицины, в которой особенно заметно влияние этнических традиций местных народов, таких как мяо и яо. Их лечебные практики часто включают ритуальные элементы, заговоры, изгнание духов, бесконтактное воздействие, а также использование большого количества редких трав и даже органов животных. Эти методы глубоко укоренены в местной культуре, но в современной медицине они воспринимаются как архаичные, а в ряде случаев могут быть даже опасны, как с точки зрения здоровья, так и с точки зрения охраны природы. Таким образом, 5-й уровень традиционной китайской медицины – это прежде всего про внутренний путь человека, про его сознание, про духовный рост и гармонию с собой и окружающим миром. Про несчастные случаи от китайской традиционной медицины мы поговорим чуть попозже, потому что эту тему обязательно нужно осветить. Это опасно, потому что помощь не всегда бывает квалифицированная, и хотелось бы это обсудить. Но сейчас мне нужно бежать уже на прием к первому доктору. Учитель Ву, он занимается китайской традиционной медициной уже 40 лет, и с помощью прощупывания пульса он может нащупать 28 видов пульса. Но только это не именно про пульс, а вообще про энергию ци.
про жизненную энергию ЦИ, исходя из этого определить мое состояние ЦИ и, исходя из этого состояния, определить, какие у меня есть проблемы или в чем, что мне нужно делать. И вот он сейчас это и делает уже 2 минуты или даже 3. 胃气对表身体强健，有强健。 В общем, он сказал, что со здоровьем у меня все отлично. Вообще нет никаких проблем, у меня, говорит. Вот так вот. Здорово. И то приятно слышать, что ЦИ у меня в порядке. Но посмотрим, что скажут еще 2 остальных доктора. Сейчас мы видели один из традиционных способов диагностики состояния ЦИ у пациента доктором китайской традиционной медицины. Вообще диагностика, она распределяется на 4 также уровня. Первый уровень – это смотреть, если приходит пациент и доктор китайской традиционной медицины. Первое, что он делает, он смотрит на человека, на цвет кожи, на состояние, на походку, на то, как человек двигается, сел. То есть он оценивает состояние ЦИ, смотря на человека. Второе – это он слушает. То есть это слушает тембр речи, слушает дыхание. Также сюда входит еще и почему-то и нюхать, да, то есть это какой запах у человека, да, если у него какой-то душок. Также это он может и понюхать и анализы, в том числе, то есть по маленькому и по большому. Да, то есть это не проводится какой-то химический анализ, все определяется на запах. Вот. Третье – это спрашивать, то есть доктор спрашивает у пациента, что его вообще, собственно, и беспокоит, и что он пришел-то. Вот. И четвертое – это как раз-таки это проверка пульса. Причем это не то, чтобы даже проверка пульса, это скорее проверка энергии ЦИ через пульс. Опытный доктор, тот, кто на опыте и хорошо разбирается, может нащупать 28 видов пульса. То есть это там считается и скорость, и тембр, и сила, может быть, и еще какие-то там шумы и прочее. Исходя из такого комплексного анализа, доктор китайской традиционной медицины может определить твое состояние ЦИ, и если проблемы, то где именно. И исходя также из этого анализа и своего опыта, он будет дальше это ЦИ как-то выправлять. Если это в печень, или это легкие, или где еще. В общем, смотрим дальше, как они выправляют. Но мы идем тогда уже ко второму доктору. И перед этим я хочу рассказать вообще, что это за чаек такой у меня здесь стоит. Чаек я тут пью довольно-таки непростой. Это чаек, скорее даже настойка на китайской традиционной медицине, то есть по рецептам ее. То есть здесь разные травы, ягоды и коренья. И здесь вот в Хуйчжоу есть такой сетевой магазинчик. И, собственно, цель моего приезда сюда, в этот город, это как раз-таки пообщаться и сделать им рекламу. Да, меня пригласили сюда, в Хуйчжоу, чтобы сделать этим ребятам промоушен для китайских соцсетей. Кто меня смотрит давно, тот знает, что я занимаюсь также и китайскими соцсетями. И я сюда приехал по приглашению этой компании, чтобы здесь им сделать промо в своих аккаунтах. И заодно я подумал, что можно рассказать и вам вообще, что это за концепт такой. Мне кажется, что очень интересно. Они здесь делают такие настойки для молодежи, но при этом используют рецепты древней китайской традиционной медицины. То есть все построено по принципу кофейни быстрой или молочного чая. Но разница в том, что здесь все делают на травах, на разных травах, там на кореньях, на лепестках роз, короче, всего-всего-всего. И у них здесь прям очень много рецептов. Я, к сожалению своему, не разбираюсь в этом, поэтому я буду выдергивать по рецепту и смотреть, что мы здесь имеем. И вот здесь мы имеем напиточек, который вроде бы и чай, но лечебный чай, и здесь у него есть состав. Я воспользуюсь технологиями, современными чатом GPT, и расскажу вам, что здесь мы имеем в этом чае. Значит, первое, это дословно переводится как напиток для увлажнения кожи. То есть ты покупаешь чай, а он тебе еще и увлажняет кожу. Просто супер, да? И что же здесь используется? Здесь используется полигоном многосложный.
Это корневища, которые используются в китайской медицине для увлажнения легких и кожи. Хорошо. Потом у нас американский шэньчжэнь. Шэнь, извините. Он тонизирует и увлажняет также. Потом у нас есть астрагал. Также здесь. Он укрепляет иммунитет и способствует выработке ци. Очень хорошо. Кодонопсис усеченный. Часто используется как замена женьшеню. Хорошо. Белая форма фотяня. Она поддерживает здоровье волос и печени. Еще и печень можно поправить. Солодка. Она гармонизирует действие других трав и смягчает вкус. Вкус очень приятный. Чуть-чуть такой сладковатый. Очень освежающий. Еще мы имеем жемчужный порошок. То есть это порошок из жемчуга. Он традиционно используется для улучшения кожи и омоложения. Но вот вопрос. Так ли все это по науке? Потому что то, что меня сейчас прочитал чат GPT, то есть я вам, это по концепции китайской традиционной медицины. А там, знаете, сами понимаете, что может быть все что угодно. Что об этом говорит современная наука? Насколько такой состав, он полезен и действительно помогает для увлажнения кожи. Читаем. Предположительно, значит, у нас первый полигониум многосложный. Предположительно, может улучшать состояние кожи за счет снижения окислительного стресса, но человеческих клинических данных нет. Второе. Американский женьшень. Наука подтверждает, что содержит гинзенозиды, схожие с корейским шэньчжэнем. Он снижает усталость, улучшает когнитивные функции, имеет антиоксидантные свойства, что в теории может поддерживать кожу, но не напрямую. Астрагал. Астрагал нам говорит, что некоторые исследования подтверждают иммуномодулирующие и антиоксидантное действие. Потенциально может замедлять старение клеток, но клинические данные для улучшения кожи неубедительны. Кодонопсис. Мало данных, используется в Азии как адаптоген, но доказательной базы почти нет. Потом белая форма фотяня. Сложный и противоречивый компонент. Нет надежных данных о положительном эффекте на кожу у людей. Солодка имеет противовоспалительное и антибактериальное действие. Экстракт солодки применяется в косметике для кожи. Жемчужный порошок содержит кальций и аминокислоты. Используется в косметике, но при внутреннем приеме эффект спорный. Некоторые исследования в Китае показывают, что небольшое улучшение эластичности кожи, но независимых подтверждений почти нет. Чаще эффективен при наружном применении. То есть, спорно. Что-то где-то вроде бы и показывает, что да, но в целом данных нету, все довольно ограничено и непонятно. Но что-то оно действительно способствует. Но вообще мне нравится эта история с этим брендом, что они взяли эту синанскую школу, которая здесь есть в городе Хуйчжоу, которая, конечно же, очень мало известна за рубежом, но очень известна здесь в Китае, потому что именно среди старого поколения, тех, кто интересуется ТКМ, а в Китае таких очень много, они, конечно же, все слышали про синанскую школу китайской традиционной медицины, и под это они подтягивают бренд чая, чтобы еще это продвигать среди молодежи. По-моему, очень даже разумный ход для зарабатывания денег. Перед посещением второго доктора нужно, конечно же, подкрепиться и рассказать пару слов о китайской кухне с точки зрения китайской традиционной медицины. Значит, мы имеем здесь за столом сушеную рыбу, которая была приготовлена в соусе. Потом у нас ростки бамбука со свининой, судя по всему. Перчик в масле. Вонючее тофу в масле. Потом у нас яичница с помидорами. Потом у нас это китайский бекон, который вот висит вот тут вот. И это китайский хамон, но не совсем. В общем, он очень соленый и с репкой. Здесь у нас, значит, поросячьи копытца и вот такой стол. Выглядит ли эта пища здоровой? Ну, возможно, с точки зрения
нашей не очень, да, все довольно-таки и маслянистое, жирное, и много специй, тяжелая довольно пища. Но с точки зрения китайца здесь все правильно, потому что продукты, которые здесь присутствуют на этом столе, они все происходят в это время года. То есть сейчас у нас июнь, и на столе у нас помидоры, репка, там огурцы, там вот разные овощи, тофу. И то есть то, что нарождается в это время года, это лето или осень, то и ставится на стол. И с точки зрения китайца здесь все правильно. Мясо здесь тоже присутствует довольно много, потому что мясо это нужно для силы. Также и специи, они тоже там добавляют разных, так сказать, качеств. Поэтому по китайской традиции здесь все полезно и все, что нужно. Да, и сигареты здесь тоже. Harmonization. Все про гармонию и про баланс. Ну, в общем, спорная это история, скажу. Ко второму доктору я приехал в деревню, то есть это за город чуть-чуть. И я хочу показать дом, сад своей знакомой, которая меня сюда сегодня привезла. И где мы сегодня, в общем-то, и обедали. Мне кажется, что это очень красочное место. Много зелени, тут горы, такой садик, очень много бонсая, дом стоит их семейный. И все здесь по фэн-шую. Фэн-шуй это также это попытка найти баланс с природой, то есть устроить свое жилище так, чтобы соблюдался баланс жизненной энергии ци. И тоже это целая наука, которая, возможно, и не соответствует тому, что можно измерить и пощупать. Но в любом случае это, мне кажется, очень красиво и эстетично. Это Ипэй, ему сегодня 24 года, и он в 16-м поколении, в 16-м врач, доктор китайской традиционной медицины. А это его дом, и сейчас он мне его покажет. Очень массивные ворота, и скорее это даже не дом, а семейный музей, где хранится информация о всех 16 поколениях докторов в его семье. Но раньше здесь жили его предки. Из этого дома сейчас сделали музей. Очень красивое место, которое находится в горах, до которого очень трудно добраться, в деревне. И давайте посмотрим, что тут есть. Здесь сразу на входе бабушка и дедушка Ипэя, которые очень непростые доктора китайской традиционной медицины. Его семья принадлежит к очень древнему роду, который ведет свое начало с 1500 года. Вот это первый доктор в их семье. И всего здесь 16 поколений до Ипэя докторов китайской традиционной медицины, которые всегда пользовались большим уважением в китайском государстве при разной власти, потому что все же доктора – это люди важные. Тут даже, видите, это фотография тети Ипэя, тетя Ипэя с Си Цзиньпином. А здесь, собственно, дедушка и бабушка Ипэя, уважаемые врачи китайской народной медицины, и бабушка его начала врачевать в 13 лет. Представляете? В 13 лет она в деревне уже смотрела больных. Поэтому она на местности пользовалась очень большим уважением. И, конечно же, этому способствовала ее фамилия, которая тянется вглубь веков. Также масса семейных фотографий на разных правительственных и околоправительственных мероприятий с членами его семей. Там то есть бабушка, и дедушка, и тетя, там, и папа, и мама. А здесь бабушка Ипэя смотрит женщину, которая известная актриса в Китае. В общем, непростая семейка. А здесь еще, как мне показал Ипэй, здесь
эмблема его семьи. То есть ты заходишь, когда здесь как будто старик такой с бородой и с морщинами, с прикрытыми глазами. Но когда ты выходишь из дверей этого дома, это превращается в смеющееся лицо мальчика. Вот такая здесь философия. Вообще, старик и младенец – это очень даосская тема. Кто в курсе Лао Цзы, это можно перевести как старик-младенец или молодой старик. В общем, китайская традиционная медицина и даосизм, они неотделимы. Даже здесь, вы посмотрите, на ручках дверей, здесь это книга перемен, да, то есть это инь-янь, все вот эти штуки. Все очень тесно связано. Но история в том, что эта семья, как вся синаньская школа, про которую я упоминаю, она принимала в себя не только даосизм, но еще и конфуцианство. Нужно, мне кажется, об этом поговорить поподробнее чуть-чуть. В контексте инь-янь я говорил, что китайская традиционная медицина, она берет свои корни именно из даосизма, то есть это поиск баланса с природой и с природными циклами, и здесь же также и использование корешков разных там, и всего прочего, что связано именно непосредственно с природой. Синаньская школа китайской традиционной медицины, которой и принадлежит семья Ипэя, у них фамилия Джан, то есть семья Джан. Она отличается от остальных чуть-чуть тем, что она имеет свой фокус на конфуцианство. Как это работает? Смысл в том, что китайская традиционная медицина, она не едина. Да? Есть масса направлений, так называемых школ, их можно насчитать до десятка. Из ярких, например, можно выделить это пекинская школа, которая в основном нацелена на то, чтобы лечить двор императора, или, например, юннаньская школа китайской традиционной медицины, которая берет много от местных малых народностей, там мяо, яо, там и другие малые народности, которые также и вот лечатся и травками, и приговорами, там, и всем-всем-всем. Или, например, можно выделить еще шанхайскую школу китайской традиционной медицины, которая всячески пытается заимствовать разные нововведения из современной и западной. То есть получается, что синаньская школа китайской традиционной медицины, она выражает свою связь с конфуцианской философией таким образом, что конфуцианство в своей сути, оно стремится к гармонии и порядку в обществе. И именно поэтому синаньская школа, она проявляет свой дух в служении обществу, людям и в целом государству. Таким образом, вся семья Ипэя, все 16 поколений его, которые являлись яркими представителями синаньской школы, как и другие, около 300 семей на местности. Для них лечение – это не только ремесло или способ заработать денег, а это моральный долг. То есть они руководствуются не только знаниями, но еще и конфуцианскими добродетелями, такие как человечность, сострадание, долг перед семьей и государством. Конечно же, это все в теории, на практике, может быть, это и отличается, но целятся они именно туда. То есть это можно сравнить с западной клятвой Гиппократа, то есть лечить всех и всегда, и независимо от обстоятельств помогать, помогать и помогать. И таким образом главный фокус синаньской школы – это и исцеление тела, но и также и поддержание морального духа в обществе, социального порядка, что делает ее подход, в общем-то, глубоко конфуцианским по своей сути. Здесь меня Ипэй сейчас привел в комнату, где современные технологии каким-то образом встречаются с китайской традиционной медициной. Сейчас он будет проверять мне цвет лица с помощью этой машины и мерить пульс по методу китайской традиционной медицины. Как это будет происходить? Я, если честно, пока не понимаю и не представляю, что именно он там меряет. К сожалению, техника сегодня отказывает, так и не заработал у нас ничего, поэтому придется просить Ипэя мерить мне пульс так. А вообще, вот да, здесь как-то это одевается на руку, и как утверждает Ипэй, она может насчитать 28 видов пульса, как и опытный доктор китайской традиционной медицины. Но у нас не получилось ее запустить, к сожалению.
Поэтому я сейчас попрошу ИП померить мне пульс. Как на этом месте, значит, сидел его и дедушка, и бабушка, и сейчас вот он тоже молодой парень, 24 года. Хотя его бабушка начала в 13 лет. Интересно, что он мне скажет. 舌抬来看一下，舌头伸出来，卷起来呢，好，看这是，就是说会不会粘在马桶上，或者没有，都是成型的形状。没有，是比较轻松的。Еще спросил, что бывают ли у меня запоры. Я сказал, что не бывает. ИП мне сказал немного по-другому, чем первый. То есть он сказал, что действительно у меня есть небольшие проблемы с пульсом моим. Сказал, что у меня пульс довольно тяжелый, позадавал разные вопросы о том, как я хожу в туалет. И пришел к выводу, что я ем либо много сладкого, либо маслянистого. Наверное, это правда, что я ем довольно много жареного. Еще он сказал, что у меня бывает утомляемость, да, она бывает. Еще он сказал, что я много думаю, но это действительно, я постоянно думаю о делах, даже когда я не работаю, то есть я постоянно нахожусь, так сказать, в процессе своих дел. И он сказал, что нужно все-таки брать время на отдых, потому что пульс у меня немного тяжеловатый, как он выразился. Вот. Но в целом все окей. Поехали к третьему доктору. Приглашаю всех на свой авторский тур по провинции Чжэцзян, одной из самых красочных и развитых провинций Китая. На 10 дней мы углубимся в историю и культуру Китая в очень насыщенной поездке. Начнем с небоскребов и улочек Шанхая. Потом погуляем по бамбуковому лесу Ванзи. Посетим чайные плантации и рисовые террасы в Юнхэ. Сплаваем на скалистый остров Дачэн, чтобы поесть морепродуктов. И погуляем по историческому центру Шаосиня, колыбели китайского образования. И еще много всего интересного. Это будет память на всю жизнь о Китае. Мое личное сопровождение и истории обязательно. За подробностями пишите мне в Telegram. Ссылка в описании. А мы продолжаем. Третий доктор на сегодня находится в сельской поликлинике. Это обычное китайское село. И это поликлиника в селе, где есть и обычная современная медицина, также есть и отделение китайской традиционной медицины. Как это вообще принято во всем Китае, что в большинстве вообще больниц есть официально отделение китайской традиционной медицины. И мне кажется, что пришло время просто поговорить уже о том, как современная и традиционная медицина уживаются вместе в коммунистическом Китае. В больничку мы вернемся через пару минут, за которой я хочу вам рассказать, как именно и когда происходил переход от древней традиционной китайской медицины к современной, основанной на науке. Фон я здесь выбрал тоже не случайно. Сейчас мы поговорим о коммунизме, о становлении коммунизма и о культурной революции. И здесь нужно начинать с имени Лу Синя. Лу Синь — это можно сравнить как китайский Максим Горький. То есть они жили примерно в одно и то же время. Это рубеж 19 и 20 века. Также они носили довольно красочные усы. И самое главное, что они писали в своих книгах и статьях, очень сильно родили за социалистические ценности. Они были революционными писателями и всячески желали блага своим народам. Лу Синь, он учился, то есть Лу Синь, он не сразу стал писателем, в общем-то так же, как и Максим Горький. Лу Синь, он изначально учился на доктора традиционной китайской медицины. И родился он в конфуцианской семье, так же, как и семья ИП, где мы сегодня, то есть вчера уже были, где из поколения в поколение передавались научные знания и авторитет конфуцианства. И Лу Синь, когда выучился на доктора, он стал врачевать у себя в Шаосине. И произошла беда. У него отец заболел туберкулезом. Лу Синь его лечил несколько лет,
травками, иголками, припарками там, и пытался ему выправить ци, но ничего не получалось. Его отец погиб. И Лусинь, он обозлился на китайскую традиционную медицину и решил уехать в Японию учиться на медицину, на доктора, именно по современным понятиям, основанным на доказательной науке. В Японии он понял, что проблема Китая, возможно, не в хороших докторах, а скорее в сознании у населения, которое слишком много отдает авторитетам прошлого. И все проблемы Китая, а рубеж 19-20 веков для Китая были очень страшными. Это треть населения страны — опиумные наркоманы. Страна раздирается зарубежными державами, постоянные восстания, коррупция просто до небес. И Лусинь понимал, что, наверное, чтобы помочь стране, быть хорошим доктором мало, и он решил стать писателем, чтобы лечить, так сказать, сознание у населения. И именно книгами Лусиня вдохновлялся Мао Цзэдун. Лусинь был ярым антиконфуцианством, то есть он говорил, что все плохое нужно убирать. Старые мысли, старые привычки, старый образ жизни, в том числе это и касалось традиционной китайской медицины, которая была просто идеалом всего старого, что как там и писали древние трактаты, как учили и лечили древние доктора. И Мао Цзэдун во времена культурной революции вдохновлялся именно идеями Лусиня. Лусинь был идеологическим, по сути, основоположником тех событий, тех очень страшных событий, которые происходили в Китае в 60-х, 70-х годах. В России и на Западе принято считать, что Мао Цзэдун устроил культурную революцию, чтобы активизировать молодежь, чтобы ухватиться за власть. Но я думаю, что здесь нужно принимать в расчет, что он был политиком высшей категории. И, возможно, он здесь также и учитывал и такие вещи, как и укрепление власти своей. Но основа идеологии культурной революции это был именно Лусинь. То есть убрать все старое, старые привычки, старые авторитеты, все убрать. И, конечно же, это делалось довольно страшными методами. Последствия культурной революции ощущаются в Китае до сих пор. И при этом всем Мао Цзэдун понимал, очень хорошо понимал, что медицина, хоть и традиционная, она так или иначе ресурс и помогает народу как-то лечиться от болезней. Нельзя просто было взять и заменить резко все быстро на современную, на хорошую, на медицину, основанную на доказательной науке. Это огромная аграрная страна, сотни миллионов крестьян. И притом еще очень бедная. Это сегодня Китай все богаче и богаче, да, 40-е, 50-е, 60-е, 70-е, 80-е. Это очень бедная страна, где люди голодали. И просто взять и ниоткуда заменить традиционных докторов на современных было невозможно. Проводились акции разные, что пытались очистить КТМ от религиозности, от мистики. Также проводились курсы для докторов, то есть их привозили в медицинские учебные заведения, где они учили хоть какую-то науку там, по анатомии, как на самом деле все устроено у человека, что не по ЦИ, там, да, а что есть органы и кровеносная и система, там, и нервная система. Как-то это учили и пытались облагородить, и это был процесс совмещения китайской и западной. Что-то находили и полезное даже и в китайской. Поэтому даже при культурной революции китайскую традиционную медицину не убрали, она не исчезла. Но сегодня в Китае, в современном Китае, который грохочет на весь мир все новыми и новыми достижениями в науке, технике, почему до сих пор китайская традиционная медицина, которая основана на донаучной мифологии, припарках, какой-то ци, инь-яне, до сих пор активно поддерживается правительством? В чем секрет-то? Начнем мы с регистратуры. 你好，我要挂号。
В регистратуре мне сказали, что можно проходить без номера, потому что здесь все по компьютерной системе. А вот и кабинет доктора Ниха. 你好，你是德先生是吧？我德先生对。哎，你好，你好，请坐，请坐，请坐。谢谢。Здесь происходит все то же самое. Также меряют пульс. 关注来一点。哎，还行。好的，好的，好的，好的。 Доктор сказал, что у меня тоже все хорошо, и предложил мне в качестве профилактики также сделать еще лечебный массаж и вправление костей. Сейчас посмотрим, как это происходит. Так, сейчас у меня будет процедура вправления костей. 先给你先放松放松啊。 Немного страшновато, если честно. Разминает, значит, мне там шейные позвонки, 缠的手法给它 мышцы на шее. 给它推拿推拿。啊，就是 Больно, на самом деле. Он так... 痛不痛？感觉力量怎么样？有一点痛, да. 有一点疼。 Да. Не, ну приятно, на самом деле. Он там разминает, чтобы кровь там шла. 丰富血给揉一下子。 Он говорит, что таким массажем он мне допускает приток крови к мозгу. Не, ну он прям сильно там жмет. 斜方肌的放松。 Это не тайский, знаете, и вот массажик там с маслом когда-то. Ну хотя тайцы тоже умеют. 这两个地方酸胀。 Говорит, у меня старая кожа, поэтому мне и больно. То есть кожа стареет, поэтому типа и больно, это ее нужно чаще мять. Я аж вспотел весь там, знаете, он говорит, что это правильно, это у тебя чи, значит, выходит наружу. 会寒凉啦，关节手法的一个小关节管那里复位，你放松就行了，已经放松就行了。 О! 很舒服啊！我操，很舒服。对对，就是听着声音不舒服。双手抱头， Я хрустнул, он мне там нереально хрустнул. 抱到头后部。 Я подумал, что он мне реально 双手抱头 сломал сейчас там шею. Он реально меня вот так отвел, и там меня хрустнуло 双手抱头来， 2 раза. 抱到头后面。 Кости мне помяли, и ощущение после такого массажа и костоправства очень расслабленное. Я чувствую, что у меня осанка как-то и выправилась, что ли. Имеет ли это какой-то полезный эффект? Я затрудняюсь ответить, я не доктор, но чувствую я себя точно порасслабленнее, получше, как-то даже посвободнее, что ли. Как будто у меня убрали зажим в шее, да. Ну, я чувствую себя лучше в целом. Доктор обнаружил, что у девушки одна нога чуть-чуть короче другой, и начал ей ломать кости конкретно. Выправил ноги, теперь у нее одинаковые длины ноги стали. Очуметь, да? Очуметь. Здесь я хочу остановиться чуть-чуть поподробнее. Это схема метрополитена ЦИ в теле мужчины. Как это работает и что это вообще такое? То есть я уже говорил, что в теле человека течет жизненная энергия ЦИ, и вот древние китайцы, они даже составили схему, по каким именно каналам она течет, и что на что влияет, и какие точки. То есть сейчас мне вставляли, допустим, иглы, это в заднюю часть. То есть сейчас доктор мне вставлял иглы, это в мою поясницу, и точки на пояснице, они также отвечают еще там за другие точки на теле человека. То есть здесь как раз-таки и объясняется та схема, что, допустим, если у человека проблемы с печенью, то ему нужно, например, воздействовать на точку вот здесь вот. Это все связано с временем суток, временем года, то есть в определенное время дня, в определенное время суток определенные точки, они активируются. То есть это все по даосской теории. Вот такая иголка, и она на всю длину входит в тело. То есть она входит в мышцу. Здесь еще есть иголки подлиннее, значит, для тех, кому нужно проникновение побольше, то есть это в заднюю часть спины, там вот такие, он побольше говорит. Выглядит все очень интересно, как будто даже и по-научному, но есть нюанс. Никаких каналов ЦИ наукой до сих пор не обнаружено. И все это остается пока только даосской теорией и мифологией, я бы сказал.
Китайцы могут объяснять это тем, что наука пока не доросла еще до этого, но по сути это ничем не доказано. Это не нервная система, это не вены, это не подмышечные какие-то там ткани, фацио. Нет, это ничего не совпадает с тем, что было обнаружено наукой в теле человека. Это не физическое, это не биохимическое, это чисто теория и, можно сказать, мифология даосов. К сожалению, это так. То же самое и касается акупунктуры, иглоукалывания. Современная наука так и не может подтвердить или опровергнуть то, что акупунктура работает или нет. Научных доказательств этому нет. Проводятся эксперименты регулярно, потому что китайцы хотят всячески это подтвердить и доказать, но ничего толком не получается. Есть результаты некоторых исследований, которые показывают, что да, акупунктура работает и показывает результат выше плацебо. Плацебо это по сути пустышка, но при этом этот результат, он не отвечает точкам. То есть, если человек, он лег уже на стол, ему укалывают и иглами, то результат уже какой-то есть, потому что человек уже сам чувствует, что он лег, что в него что-то вкалывают, и какой-то процесс у него самовнушения, видимо, происходит. То, что какие-то там точки работают на печень или на легкие, на почки, этого всего не подтверждено. Это все теория, даосские легенды и мифы. Ну и почему вообще это держится? Вот это вот все, вот это вот донаучное, псевдонаучное в современном китайском госпитале. Как это так происходит вообще? Почему вот компьютеры стоят, да, и рядом вещи, которые в мире не существуют? Сегодня китайская традиционная медицина на самом деле не такая уже и традиционная, потому что последние 100 лет она активно проходит через процесс официализации в светском государстве. Это значит, что она очищается от прежней религиозности и мистификации, различного колдовства, которого было вообще очень много. И, конечно же, проходит проверка на приемы и способы лечения, то есть разные опасные препараты, может быть, какие-то приемы, они убираются, что, конечно, немаловажно для просто простого, так сказать, пользователя ее, да, потому что до сих пор все равно происходят несчастные случаи, как, например, парень в Гонконге, он отказался лечить свою опухоль и пошел к доктору китайской традиционной медицины, который ему там делал припарки, вставлял иголки, но опухоль таким образом вылечить было невозможно, и так он, молодой парень, умер. Или еще, например, что еще чаще бывает в неофициальных учреждениях, где-нибудь в домашних приемах, что делают акупунктуру, втыкают иголку, а иголку вы видели, вы там вот такие, и протыкают легкое, особенно у худеньких девушек. И это очень большая проблема, иногда со смертельным исходом. Поэтому все же есть, наверное, два уровня китайской традиционной медицины в мире. Это та, которая официально подтверждена китайским государством и которая плюс-минус очищена от средневековья и древности. И еще есть народная, которая все еще жива в народе. Вот здесь бы я, наверное, опасался больше всего. Если, может быть, первая, она и, может быть, и не поможет, но, по крайней мере, не навредит, то та, которая в народе, здесь результат может быть очень спорным. Поэтому, если вы все-таки решили заняться здоровьем через КТМ, то, наверное, лучше это делать где-нибудь у официалов. Еще одна причина, почему КТМ в Китае набирает популярность и процветает. И это можно видеть на примере этой красочной процессии, что девушки в одеждах древних с фигурами рыбок под красивую музыку идут и заманивают народ на представление. Это будет представление в традиционном стиле. И
современный Китай, он топит за традиции, он топит за традиционность, он находит в этом инструмент политики как и внутренний, так и внешний. То есть это, во-первых, КТМ сегодня для китайского правительства это и инструмент консолидации общества внутри Китая, да, что вот мы такие, мы китайцы, у нас своя 3000-летняя история медицины, но еще и это экспорт, так сказать, китайской культуры за рубеж, что тоже немаловажно, что вот мы отличаемся, что у нас есть своя древняя культура и медицинская в том числе. То есть она вроде бы и помогает, но не всегда. Вроде бы полезно, но тоже довольно спорно. Наверное, я бы относился к китайской традиционной медицине, в общем-то, как и делает это большинство китайцев, что они имеют подход комбинированный. То есть КТМ в основном используется как способ профилактики, как способ не допустить болезнь, а когда уже есть какие-то острые синдромы, то, наверное, поздно уже вставлять иголки и заниматься цигуном, нужно идти к нормальному доктору и лечить проблему прямым действием. Вот такой у меня получился разбор. Я надеюсь, что вы прониклись и чуть-чуть поняли суть этого вопроса. Я с вами прощаюсь. Пока.